Впервые в политике понятие «нация» появилось именно в ходе Великой Французской революции, когда возникла необходимость создать некую новую общность взамен утраченного подданства французской короны. Нация являлась движущим механизмом революции и представляла собой человеческое общество, объединенное общим языком, происхождением, историей, традициями, культурой, расой и духом, стремящимся проживать в собственном, суверенном, свободном национальном государстве. Со временем национальные сообщества выдвинули вперед идею о меритократической природе власти, при которой национальное государство должно ассоциироваться с его гражданами, а на внутренней международной арене его должен представлять один государственный лидер, олицетворяющий национальную идею. При меритократическом подходе также формируются национальные элиты, представляющие различные интересы общества на правительственном уровне в парламенте. На местном же уровне формируются органы функциональной демократии, представляющие интересы различных местных групп населения, не привязанных к партии и плутократии. Ярким примером таких органов являются земства, созданные в России XIX века, стремящиеся благополучно пережить переход от автократии к народовластию. И все же в реализации национальных государств не заложена идея о всеобъемлющей демократии, как это случается с либеральными демократиями Запада. В национальном государстве заложена идея о сохранении консервативного подхода, сохранении национального самосознания, его самобытности и торжества истинного народовластия. Политической целью национальных государств становится удержание полной независимости нации, достижение необходимых реформ, сохранение национальных идей и духа нации. Для этого проводится политика авторитарной демократии. На смену монарху приходит национальный лидер, формируется иерархическая структура власти во главе с правительством и парламентом. А управление во власти распределяется меритократическим путем, основываясь на результативности отдельных лиц, независимо от сословного происхождения. Целью такой власти становится защита нации, достижение высших целей нации, сохранение ее традиций и основ, и ее планомерное развитие. Экономика национальных государств всегда придерживалась традиционалистического подхода и не предрасположена к радикализации. Экономическая мощь государства в целом лежит в руках действующего правительства, формирующего облик нации. Так, элементы экономического контроля глубоко встроены в рыночную экономику и используются лишь в виде ограничительных мер, а ключевые отрасли промышленности обычно национализированы. Экономическая модель смешанного типа экономики объясняется не конечной эффективностью неполной рыночной экономики, при которой формируются диктатуры корпораций на рынке и монополии, не сумасшедшей плановой экономики, при которой экономика полностью находится в руках партии. Неплохим примером реализованной сейчас смешанной национальной экономики является китайская экономическая система, в которой рыночная среда находится под четким государственным контролем и имеет конкретное разграничение, в которой партия по сути выполняет роль постоянного правительства и сосредоточения местных элит, получивших свое место у власти не наследственно, а благодаря социальным лифтам. Главной целью национальных государств в современной международной политике становится закрепление страны на международной арене на одной из главенствующих ролей, провозглашение основных ценностей нации и их распространение, защита собственной нации от влияния плутократии Запада и ее полная независимость, а также достижение высших целей нации – религиозных, политических либо экономических. Итак, национальное государство по сути является обобщающим понятием для государств национально ориентированным консервативным правительством, а примерами национальных государств и национально ориентированных правительств может считаться США 20 века, времен Рональда Рейгана, Франция де Голля или даже частично современный Китай. Радикальным воплощением национальных государств можно по сути считать национал-социалистическую Германию, фашистскую Италию и Югославию, действия которых были обусловлены реакционным подходом в кризисное время и являлись прямым ответом на коммунистические амбиции и террористические акты, направленные на уничтожение традиционного общества. В России национально ориентированная политика играла главенствующую роль на всех этапах ее исторического развития, но полного воплощения до сих пор не возымела. В настоящее время современные деятели национального государства призывают к восстановлению в России русской политики, декоммунизации, введению внутренних границ с местными республиками и достижении истинного федерализма в окончательном решении вопросов сепарации, а также многих экономических и политических реформ. Скоро здесь будут ролики про русский консерватизм, русское национальное государство, русский национализм и роль традиций консервативного подхода в жизни русского общества.
Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте это видео, если оно вам понравилось, вступайте в наш новый паблик ВКонтакте. Спасибо за просмотр, ждем ваши комментарии и отзывы. Увидимся в следующем ролике. Пока.